Всем любителям творческого и прекрасного привет! С вами по-прежнему я, Ксения Назарова. Друзья мои, отзвенело лето и наступает пора первых школьных линеек. Поэтому, мамы первоклашек, обратите, пожалуйста, внимание сегодня на наш мастер-класс. Сегодня предлагаю вам сделать для наших милых девчонок вот такие вот маленькие аккуратненькие бантики нарядные из репсовой ленты шириной 1,5 сантиметра. Эти бантики претендуют стать вашими любимцами, потому что они подойдут не только на первую линейку, но и на каждый день похода в школу. Цвета вы можете выбирать под цвет школьной формы. Это всегда красиво и хорошо, когда девочка одета в школьную форму, и аксессуары у нее на голове тоже подходят под общий деловой стиль. Работа несложная. Предлагаю вам со мной сделать вот такую красоту по моим подробным инструкциям. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, если вам понравились мои бантики. Впереди много интересного. И давайте приступим к работе. Итак, друзья, сегодня для работы нам понадобится репсовая лента шириной 15 миллиметров. Для того, чтобы сделать вот такой бантик, нам понадобится 2 отрезка репсовой ленты длиной 12 сантиметров и 2 отрезочка репсовой ленты шириной 9,5 сантиметров. Также для талии бантика ту же ленту я разрезала, часть взяла ленточки тоненькой для серединки. Для украшения серединки бантика нам могут понадобиться вот такие вот декоративные элементы на петельке, которые мы будем пришивать к бантику. Также, соответственно, нам понадобится бесшовная резиночка небольшая, иголка с ниткой, зажигалка, ножницы, линейка или сантиметр и термоклей, клеевой пистолет. Итак, приступим. Для того, чтобы сделать вот такой бантик, вначале сошьем нижний бантик из 2 отрезочков 12 сантиметров длиной. Каждый отрезок я складываю пополам и отмечаю серединку. Первый бантик, нижний, мы сошьем. Вот таким вот образом. Краешки, заранее краешки я обработала огнем зажигалки во всех отрезках, чтобы лента не поползла. Со вторым отрезком делаем то же самое, прошиваем краешки ленты, прикладываем к серединке. То же самое делаем с другой стороны. Прошиваем так, чтобы стежки были симметричны в противоположной стороне.
Стягиваем наши ниточки и вот получаем нижний бантик. Нижний бантик готов. Закрепляем нитку. Теперь мы берем в руки отрезок длиной 9,5 сантиметров и поступаем с ним вот таким вот образом. Держим к себе отрезок изнанкой и складываем его таким образом, чтобы получился вот здесь у нас треугольник, а краешки нашего отрезка отстояли друг от друга на длину 1 сантиметра. Закрепим пока иголочкой или зажимом для волос. В зеркальном отображении делаем то же самое со вторым отрезком. Складываем его также, но длинная часть бантика будет у нас с левой стороны. И отстоит она также от второй части на 1 сантиметр. Теперь что мы делаем? Поворачиваем к себе треугольником вниз и прикладываем краешки к серединке. Один и второй. Вот это получилась сейчас левая часть, лицевая часть нашего верхнего бантика. И теперь нужно прошить иголочкой с ниткой, обязательно захватив вот эту вот серединку и две вот эти лапки. Прошить все слои ленты. Стягиваем и закрепляем. Я оставлю ниточку, чтобы подшить к нему второе ушко нашего бантика. С этим ушком делаем то же самое. Держим к себе треугольником вниз и края прикладываем к острию нашего треугольничка. Вторая часть нашего бантика.
Такой вот верхний бантик у нас получился. Теперь подклеим его к нижнему бантику при помощи термоклея. И займемся серединкой. Уже нижний бантик приклеиваем к резиночке на каплю клея. И займемся серединкой бантика. Я отрезала от нашей ленточки небольшую полоску, где-то примерно 6-7 миллиметров шириной. И теперь вот таким образом завязываю обычный узелочек. На нашем бантике. И это и будет серединка талии нашего бантика. Перед тем, как подклею ее к нашему бантику, я пришью к серединке небольшое украшение при помощи иголки с ниткой. Сильно узелок я не затягиваю. Такой вот бантик-бабочка у нас получился. Он подходит на первые хвостики, первоклашки, на кончики косичек. И как повседневный бантик, очень практичный, маленький. Длина такого бантика всего 5 сантиметров, 5-5,5 сантиметров. И если вы будете различные украшения использовать, различные ленты, можно сделать быстро очень много вариантов школьных бантиков на каждый день. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, лайк. Я была рада чтобы вы были со мной, друзья. Оставайтесь со мной и до новых творческих встреч. Пока-пока.